Привет, ребята! Сегодня я хочу показать вам свой вариант мейкапа на маринет из Lady Баг. Я уже надела линзы, и перед началом мейка я увлажняю кожу тоником и эмульсией, так тон ляжет лучше. Следом наношу базу под тени. И наношу основу под макияж на все лицо. Поскольку самая яркая часть этого образа брови, начну с них. Наношу консилер над бровью и на верхнее веко. Хорошенько растушевываю. Беру плоскую скошенную кисточку с темно-синими тенями и прорисовываю форму бровей. Советую не делать их очень широкими или очень тонкими, как в мультфильме. Лучше сделать средней толщины и не уводить внешний уголок брови вверх, в таком случае взгляд будет агрессивным. Мои брови не симметричны сами по себе, поэтому исправляю форму, выходя за границы. Но мне не нравится синий пигмент на коже, поэтому я набираю немного черных теней и заполняю пространство поверх синего цвета. Брови готовы. Переходим к глазам. Заполняю область глаз тональной основой, прорабатываю область под ними, лоб и виски. Наношу светло-бежевые тени на все подвижное веко и не забываю о нижнем. Набираю темно-бежевый оттенок теней и растушевываю его в самую складку века и прорабатываю внешний уголок глаза, выводя уголок тени вверх. Это позволит визуально вытянуть форму. Также прохожусь немного по нижнему веку. Далее покрываю светлым шиммерным пигментом часть от внутреннего уголка глаза до внешнего уголка. Можно пройтись также по нижнему веку. На скошенную кисточку набираю черные тени, аккуратно рисую небольшую стрелку, растушевываю ее уголок, делая его размытым и мягким. В случае, если уголок получился толще ожидаемого, его можно немного подкорректировать спонжем. Беру довольно плотно забитую кисть и аккуратненько растушевываю всю стрелку. Это позволит ей выглядеть мягче. Закончив со стрелкой, беремся за ее окончание во внутреннем уголке глаза. Для этого аккуратно точечно прорисовываем линию той же скошенной кистью с черными тенями. Нужно быть предельно осторожными, чтобы не сделать линию толстой. Следующий шаг — соединяем верхнее и нижнее веко. Для этого нужно добавить на линию роста ресниц немного теней того же оттенка, что и стрелка. Пора переходить к остальной части лица. Сейчас у меня выскочили пару предательских прыщиков, и я маскирую их зеленым коллектором, вбивая его в кожу плоской кистью. Покрываю лицо тональным кремом. Если у вас открыта шея, следует проработать эту зону тоже, чтобы кожа не отличалась по цвету. Обычно я делаю это кистью, но сегодня хочу использовать спонж, поскольку нужно деликатно проработать зону глаз и бровей и не задеть их. Далее крашу ресницы, нижние, завиваю керлером верхние реснички и прокрашиваю также их. Немножечко подтушевываю тени. Беру сияющий оттенок, он у меня цвета шампанского, и расставляю хайлайты во внутреннем уголке глаза, уходя немного на нижнее веко.
и также под бровь. Далее берусь за контуринг. Беру пушистую кисть для растушевки, которую я наносила на глаза бежевой тени, и этим же оттенком очерчиваю контур носа внизу, укорачивая его и по бокам, уменьшая в ширину. Растушевываю этот же оттенок на подбородке под нижней губой. И этим же цветом прохожусь по контуру лица, делая его более четким. Беру консилер и немного высветляю зону носа, над губой и подбородок. И также зону под глазами. Аккуратно вбиваю его спонжем. Шиммерный розовый оттенок наношу на щечки, достаточно высоко на скулы, чтобы сгладить свои острые черты лица. Да, я использую тени для глаз и как оттенки для бровей, как скульптор, как румяна и как хайлайтер. Мне так удобно. Светлым сияющим пигментом прохожусь по скулам, подбородку, носу и высветляю галочку над верхней губой. Прокрашиваю светло-бежевым карандашом губы, а сверху добавляю немного розовой помады, так губы выглядят более натурально. И после этого ухожу, чтобы наклеить реснички. Для этого образа я выбрала пучковые ресницы размера M и L. Я закончила с ресницами, заодно надела парик и беретик. Последний штрих макияжа — розовый блеск для губ. Осталось немного поправить парик, и я готова. Спасибо большое за то, что нашли время посмотреть это видео. Это мой первый урок на персонаже. Надеюсь, что вы узнали для себя нечто новое.